Всем привет! Будем сегодня разбирать вот такой вот узор с лицевой стороны. Так выглядит, с изнаночной. Вот так. Узор подойдет для плечевых, для шали, для шарфов. Так, схема к нему. В схеме указаны лицевые ряды. Высота раппорта 31 ряд и ширина 16 петель. Можете делать скрин. Кто не хочет вязать вместе, кто хочет именно разобрать, тогда начнем. Я набрала на спицы 19 петель. 16 петель раппорта, 2 кромочные и 1 для симметрии петлю добавила. Первую петлю снимаем кромочную. Следующая петля изнаночная. Затем 2 вместе с наклоном влево. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Накид. 2 вместе с наклоном влево. 3. 2 вместе идут. Затем 1 лицевая. Затем изнаночная. Накид. 2 лицевых петли. 2 вместе с наклоном влево. И 3 лицевых. 2, 3. 1 изнаночная, которая идет для симметрии, и последняя кромочная идет изнаночной. Так. Изнаночный ряд. Есть лицевые, изнаночные. Вяжем по узору. Так, 3-й ряд узора. Первую петлю снимаем, затем следующая изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевых, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевых, изнаночная и кромочная изнаночной. Следующий ряд изнаночный, вяжем все петли по узору. Пятый ряд. Первая петля кромочная, мы ее снимаем. Вторая петля изнаночная. Затем 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево,
накид, лицевая, изнаночная, 2 лицевых, накид, 2 лицевых и 2 вместе с наклоном влево, лицевая, изнаночная и последняя кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд вяжем лицевые, изнаночные. Седьмой ряд. Первую кромочную снимаем, изнаночная, изнаночную петлю провязываем, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная, 3 лицевых, накид, 2 лицевых и 2 вместе с наклоном влево, изнаночная и кромочная, изнаночная. Далее изнаночный ряд вяжем до конца ряда по узору. Девятый ряд, лицевой, первую петлю снимаем, следующая петля изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная. И здесь снова начинаем накид, 2 лицевых, 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевых, изнаночная и кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд вяжем по узору до конца ряда. 11 ряд узора. Первую петлю снимаем, кромочную, изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевых, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, еще раз лицевая, изнаночная и последняя кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд вяжем по узору до конца ряда. Следующий 13 ряд. Первую петлю снимаем, затем изнаночная петля, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе, лицевая петля, изнаночная и кромочная, изнаночной. Изнаночный ряд, все петли по узору до конца ряда.
15 ряд узора. Первую петлю кромочную снимаем. Затем следующая изнаночная. 2 вместе с наклоном влево. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Накид. Лицевая. Изнаночная. 3 лицевых. Накид. 2 лицевых. 2 вместе с наклоном влево. Изнаночная и кромочная изнаночная. Следующий ряд изнаночный, все петли по узору до конца ряда. Следующий у нас идет 17 ряд. В этом ряду мы меняем местами узоры. Там, где была сетка, мы ее делаем с левой стороны. А там, где идет листик, мы переносим на правую. В принципе, весь узор идет в шахматном порядке. Легко запоминается. Первую петлю снимаем лицевую. Следующая изнаночная. Затем 3 лицевых. 2 вместе с наклоном вправо. 2 лицевых. Накид. Изнаночная. 1 лицевая. Накид. И 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 2 вместе с наклоном вправо. Изнаночная и кромочная изнаночная. Следующий ряд изнаночный вяжется по узору до конца ряда. 19 ряд узора. Первую петлю снимаем кромочную. 2 следующие, вернее, изнаночная, затем 2 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, изнаночная и кромочная изнаночная. Следующий ряд изнаночный по узору. Следующий ряд 21. Первую петлю снимаем кромочную, изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо. Изнаночная, кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд. 23 ряд. Первую петлю снимаем, следующая изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 3 лицевых, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, изнаночная и кромочная изнаночная. Следующий ряд у нас изнаночный. Двадцать пятый ряд. Первую петлю снимаем,
изнаночная, следующая, потом 3 петли лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, изнаночная, кромочная, изнаночная. Следующий ряд изнаночный. Так, следующий 27 ряд. Первую петлю снимаем кромочную, затем изнаночная петля идет, 2 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, изнаночная и кромочная, изнаночная. Следующий ряд изнаночный по узору. 29 ряд. Первую петлю снимаем, изнаночная, следующая, затем лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, изнаночная и кромочная, изнаночная. Следующий ряд изнаночный. Значит, 20, нет, это уже 31 ряд узора. Следующий, первую петлю снимаем кромочную, затем изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 3 лицевых, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, изнаночная и последняя петля кромочная, изнаночная. Узор как немножечко косит, просто хочу обратить внимание, видите, он немножечко такие дает изгибы. Ну, я думаю, что если делать плечевое какое-то изделие, может, пришивание оно не будет настолько заметно, как если будете вязать, допустим, шарф, шаль или какой-то, ну, без обработки, да, потому что ложится в одну сторону и в другую. Ну, очень красиво смотрится, прям такой он интересный. Все. Пишите в комментарии, спрашивайте, если что-то было непонятно. Благодарю за внимание.